Это произошло в том краю, где география заканчивается и начинается чистая стихия. Глухой сибирский поселок, затерянный среди бескрайнего моря тайги, жил по своим неписанным законам. Здесь лес начинался не за околицей, а прямо за порогом, и граница между миром людей и миром зверей была условной, прозрачной, как утренний туман. Местные жители знали, тайга кормит, но тайга и спрашивает. Дикие звери здесь не были экзотикой или чем-то страшным. Они были соседями, опасными, своенравными, но соседями, которых старались лишний раз не трогать и обходить стороной. Алексей жил на самой окраине, в доме, срубленном еще его дедом из вековой лиственницы. Местного егеря он, честно говоря, недолюбливал, считая его человеком городским и поверхностным, видящим в лесу лишь цифры отчетов да кубометры дров. Для него лес был огромным, дышащим организмом, семьей, которая никогда не предаст, если ты честен с ней. Той весной снег сходил тяжело. Наст превратился в ледяную корку, а в низинах стояла черная вода. В одну из таких серых, зябких зорь, когда туман еще цеплялся за верхушки елей, Алексей отправился в обход. Не ради охоты, ружье висело за плечом, скорее по привычке и для самообороны. Он шел проверять, не появились ли в его угодьях подарки от заезжих браконьеров. Эти люди, жадные до легкой наживы, часто ставили капканы в обход закона, не заботясь о том, кто в них попадет и сколько будет мучиться. Алексей шел тихо, ступая мягко, по-кошачьи, привычно сканируя взглядом чащу. Внезапно лес, до этого наполненный лишь пересвистом птиц и капелью, донес до него звук, от которого волосы на затылке встали дыбом. Это был не рев атакующего зверя и не брачный призыв. Это был глухой утробный стон, прерываемый тяжелым, сиплым дыханием. Звук боли. На небольшой прогалине, окруженной старым буреломом, земля была взрыта, мох содран клочьями до черной грязи. Посреди этого хаоса лежала она. Огромная бурая медведица. Зверь был страшен в своей беспомощности. Ее мощная правая лапа угодила в старый ржавый, но дьявольски крепкий капкан, очевидно сваренный кустарным способом на заказ. Зубья глубоко впились в плоть, раздробив кость. Кровь, густая и темная, уже впиталась в прошлогоднюю листву и мох, создавая вокруг лапы жуткий ореол. Алексей замер, не дыша. Медведица услышала его раньше, чем увидела. Она дернулась всем своим массивным телом, лязгнула цепь, прикованная к корням старого кедра, и из пасти вырвался тот самый хриплый рык, переходящий в стон. Но сил броситься у нее уже не было. Мужчина сделал шаг вперед, готовый в любую секунду выстрелить в воздух или отступить. И тут их взгляды встретились. Алексей ожидал увидеть в маленьких медвежьих глазках ярость, безумие боли, жажду убийства, все то, что обычно движет раненым хищником. Но он увидел другое. В ее взгляде была такая бездонная, почти человеческая тоска и обреченность, что у Алексея перехватило горло. Она не смотрела на него как на врага. Она смотрела на него как на последнюю инстанцию. В этом взгляде читалось странное, пугающее понимание ситуации. Если этот двуногий сейчас уйдет, она погибнет долгой и мучительной смертью от голода и гангрены. Но если он подойдет ближе, исход был неизвестен им обоим. «Ну что же ты, матушка?» — тихо прошептал Алексей. Голос его дрогнул. «Как же тебя угораздило!» Несколько минут он стоял неподвижно, борясь с собственным страхом. Разум кричал: «Уходи! Это самоубийство! Один удар здоровой лапой, и от тебя останется только мокрое место». Но сердце, то самое сердце, которое с детства билось в унисон с ритмом тайги, не позволяло бросить живое существо в такой беде. Он принял решение. Медленно,
Стараясь не делать резких движений, он положил ружье на траву. Подальше, чтобы не провоцировать зверя запахом пороха и оружейного масла, но так, чтобы успеть схватить. «Тихо, тихо. Я не обижу», — монотонно, как мантру, начал говорить он. Голос должен был звучать успокаивающе, низко. «Я помогу. Только не дури». Медведица следила за каждым его движением. Когда он сделал первый шаг в зону досягаемости ее когтей, она напряглась, шерсть на загривке встала дыбом, но она не зарычала. Она ждала. Казалось, боль в раздробленной лапе была настолько сильной, что перекрывала инстинкт агрессии. Алексей действовал интуитивно. Он достал из рюкзака промасленную тряпку, которой обычно протирал инструменты. Резкий запах должен был перебить запах самого человека, немного сбить зверя с толку. Подойдя почти вплотную, он увидел, насколько страшен капкан. Пружина была тугой, одному руками не разжать. Нужен был рычаг. Алексей огляделся и нашел крепкий сухой сук, похожий на лом. Но этого было мало. С собой у него был небольшой металлический ломик-гвоздодер, который он всегда носил на случай починки лыж или капканов. Самый страшный момент настал, когда ему пришлось наклониться прямо к морде зверя. Он чувствовал горячее смрадное дыхание медведицы, видел желтизну ее клыков. Ему казалось, что он слышит, как бьется ее огромное сердце. Или это стучало в его висках? «Потерпи, сейчас будет больно. А потом все», — шептал он, стараясь не смотреть ей прямо в глаза, чтобы это не было воспринято как вызов. Он подсунул металлический лом под пружину, уперся ногой в основание капкана, а второй рукой, обмотанной курткой, начал давить на дугу. Металл скрипел, сопротивлялся. Медведица заскулила, дернулась, но Алексей рявкнул: «Лежать!» В этот момент в нем проснулась какая-то первобытная властность. Медведица замерла. Алексей налег всем весом. Ржавая пружина поддалась. Щелчок! Зубья разжались. Он мгновенно отшвырнул капкан в сторону и отпрыгнул назад, поскользнувшись на мокрой листве. Упал, перекатился, схватил ружье. Теперь все решали секунды. Если она решит отомстить за боль, ему конец. Но медведица осталась лежать. Она вытянула освобожденную лапу, осторожно лизнула кровавое месиво. Потом медленно, очень медленно повернула массивную голову в сторону Алексея. В этом повороте не было угрозы. Она смотрела на него еще несколько долгих секунд, запоминая запах, силуэт, голос. Алексей так и остался сидеть на земле, чувствуя, как адреналин медленно покидает кровь, оставляя взамен опустошающую слабость и дрожь в руках. Домой он вернулся затемно. Никому в поселке он не рассказал о случившемся. И не из страха, что его осудят за безумство. Просто он не знал, какими словами описать то чувство связи, которое возникло между человеком и зверем в момент смертельной опасности. К тому же, если бы узнали охотники, они могли бы пойти по кровавому следу, легкая добыча, раненый медведь. Алексей решил сохранить ее тайну. Прошел почти год с того случая. История стала для Алексея чем-то вроде полузабытого сна. Он жил своей обычной жизнью, готовил дрова, утеплял дом. В один из вечеров он сидел у печки, пил крепкий чай с травами и читал книгу. За окном выла метель, первая, настоящая, ноябрьская. Внезапно раздался писк зуммера. Алексей прищурился, вглядываясь в зернистое изображение. И в тот момент чашка с чаем едва не выпала из его рук. На экране прямо у калитки стояла она, та самая медведица. Он узнал ее мгновенно. Не по шраму, который наверняка остался на лапе, в темноте его было не разглядеть, а по стати, по форме головы, по тому, как она держалась. Но она была не одна. Рядом с ней, смешно переваливаясь, топтались два упитанных медвежонка-сигалетки.
Пушистые шарики жались к материнскому боку с любопытством, нюхая забор. Обычно медведи зимой уже ложатся в спячку, но эта зима запаздывала, и, видимо, они еще догуливали последние дни перед тем, как лечь в берлогу. Но поразило Алексея не это. Медведи не подходили к ульям, они не ломали забор, они не искали еду в мусорном баке, они просто стояли. Медведица медленно подняла голову и посмотрела прямо в объектив камеры. Инфракрасная подсветка заставила ее глаза светиться призрачным белым светом. Она смотрела в камеру так, будто знала. За этим маленьким стеклянным глазом находится он. Будто знала, что он сейчас там, в тепле, смотрит на нее. Это длилось, может быть, минуту. Она стояла неподвижно, демонстрируя своих детей. «Смотри», — словно говорила она, — «я жива, и они живы, потому что ты тогда не ушел». Медвежата завозились, один попытался вскарабкаться на столб, но мать тихо фыркнула, и он послушно сполз вниз. Постояв еще мгновение, медведица медленно, с достоинством развернулась. Теперь было видно, что она едва заметно припадает на правую лапу. Старая рана напоминала о себе. Она направилась в сторону леса, в темноту, а малышня весело посеменила следом, растворяясь в ночи. Алексей еще долго сидел перед погасшим монитором. В доме было тихо, только трещали дрова в печи, да ветер шумел в трубе. Он так и не смог найти рационального объяснения этому визиту. Зоологи сказали бы, что это совпадение, что зверя привлекли запахи. Но Алексей знал то, что чувствовал. Он сохранил эту запись. Не для того, чтобы хвастаться, а для себя. В те моменты, когда мир казался жестоким и несправедливым, он включал старый файл. Он смотрел в светящиеся глаза зверя и понимал, в дикой природе есть нечто большее, чем инстинкты выживания. Там есть память, есть благодарность. А может быть, и та самая невидимая связь, которую мы, люди, в своей городской суете давно утратили и забыли. И в эту ночь ему спалось на удивление спокойно. Он знал, что где-то там, в глубине заснеженной тайги, в теплой берлоге спят 3 сердца, которые продолжают биться благодаря одному его поступку.